Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки и подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Что ты должна узнать прямо сейчас? Послание Вселенной для тебя. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Выскочила карта Вечная Невеста. Карта говорит о том, что девушка всем хороша, но в силу каких-то обстоятельств почему-то не достигает на данный момент желаемого. Не приходит вот то заветное. Ну, все меняется, все течет, все меняется в этом мире. Итак, какая вы? Да что ж такое? Так, сердце разбито. Первая карта финансы. Почему-то финансовый вопрос, наверное, беспокоит наиболее сильно на данный момент. Уж не знаю, может, мечтаете там, элементарно о каком-то отпуске, так чтобы себе ни в чем не отказывать. Вот что захотела, вот на то и потратила, да, было бы что тратить. Ну, я такой пример привожу. Ну, у кого-то элементарно вы хотели бы, может, побаловать своих близких даже, до себя в первую очередь. Вот тут что-то с финансами сейчас какая-то заковырка, ну, все изменится. Так, у меня дождь лупанул по крыше. Если вам слышно, да, прям ливень такой. Правда, все течет, все меняется. Так. На самом деле, характеристика ваша, девочки, карта муза, яркая, харизматичная, энергетически наполненная женщина, красивая, как райская птичка. Умеете фокус внимания изначально к себе привлечь, а потом удерживать этот фокус внимания. То есть тут не просто внешние данные, тут умение себя преподнести, знаете, как кому какой язык подобрать, да, с кем, на каком этом языке разговаривать, слова нужные подбираете. Так, единственное, что тут у нас вот так. Что это такое? Еще одну вытащу, потому что у кого-то разочарование по поводу совместной жизни, верности. Эта карта больше как семья и верность. Ну, рядом разбитое сердце, то есть болезненный опыт, может быть, разочарование. Были, возможно, кто-то, как в розовых очочках, да, мечтали о любви раз и навсегда. Вот выйду замуж и с этим мужчиной проживу до конца своих дней. А у кого-то тут не сложилось так, как вы мечтали. Или, в принципе, может быть, разочарование в мужчинах, во взаимоотношениях. И тут присуще. Так, тут невозможно... Тут, знаете, еще, вы то возможно, невозможно, да. Возможно, вы уже этот опыт болезненный получили, но при этом, эта карта так читается, невозможность. Невозможно быть с кем-то, может быть, с тем человеком, с которым тут даже опыт болезненный вы прожили. Опять-таки, теперь как будто бы та ситуация, в которую вы в свое время попали, вас научила держать оборону, где-то рамки, границы выстраивать, может быть, не растворяться в мужчинах, не жертвить, может быть, даже научила вас тому, что нужно о себе в первую очередь заботиться, да, сохранять свое спокойствие, благополучие. У кого-то тут так. И, скорее всего, раз тут вы у меня выходите с каким-то вот кинжалом наперевес и смотрите из-под этих бровок на кого-то, как будто бы ждете. Ну, ждете, не ждете, но готовы отразить удар, готовы нападение какое-то отразить. Это вас научило все, но при всем при этом, знаете, вы как были каким-то добрым, светлым человеком, так и остались. То есть где-то, понятно, уже, может быть, умеете предвидеть, да, где-то, может быть, на несколько шагов вперед. Можете уже, может, предугадать, если встреча с каким-то там, допустим, мужчиной у вас, и вы раньше не замечали каких-то этих красных флажков, да, то сейчас вполне возможно вы на какие-то моменты начали обращать внимание. Может быть, уже началось у вас понимание того, что с какими-то мужчинами в принципе не стоит
строить отношения, не говоря уже там о серьезных, да, с некоторыми, как с женщинами невозможно выстроить каких-то серьезных отношений, точно так же и с какими-то мужчинами, они не подходят для семейной жизни. И, может быть, элементарно некоторые мужчины, которые вам там раньше нравились, или вы обращали на них внимание, или строили какие-то, может быть, иллюзорные планы, замки какие-то воздушные по поводу них и взаимоотношений с ними. Вот тут как будто бы опыт уже какой-то был с этим разбитым сердечком, и вы уже начали разбираться чуть-чуть, да, и сами себе говорите, а как я раньше не замечала, да, допустим, что, ну, элементарно, они же не могут мои даже потребности какие-то закрыть. Зачем мне тогда с ними даже пытаться, да, и вот фантазии какие-то вот эти выстраивать и развивать, или дальше шансы давать. Тут у кого-то вот такая трансформация, уже как будто бы познание, принятие себя, своих потребностей. Ну, как-то так. Ну, вот эта карта говорит о том, что вы на самом деле, может быть, вы грозный вид и делаете, да, а внутри, я повторюсь, человек, который по карте мораль, открытые ладони, это у вас, для вас норма выстраивать отношения без лишних манипуляций каких-то, без многоходовочек, для вас это нормально. Может быть, даже в открытую сказать человеку, если, ну, он там нравится, можете сказать, ты мне нравишься, да, или там даже первое проявиться. Ну, вот тут почему-то мне так хочется сказать. И больше эта карта морали, это о том, что вы особо не приемлете, сейчас я выговорю, каких-то вот за спиной, да, вот этих, повторюсь, многоходовок, каких-то там, знаете, закулисных игр. В идеале вы хотели бы, чтобы все было прозрачно, честно. Как-то так, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Что ты должна узнать прямо сейчас? Послание Вселенной для тебя. Так, на прямых. На прямых. Послание Вселенной для тебя. Начинаем. Угу. Ничего себе. Я только сказала про какие-то манипуляции. Тут карта Вольт, она созвучна, знаете, обряду, когда куклу Вуду делают, да, и пытаются управлять сознанием человека, подавлять его волю. Так, сейчас узнаем, о чем это, что вы должны узнать. Угу. Прямо сейчас. Это как предупреждение какое-то, да, для вас. Что это? Девочки, магия вышла. И тут эти карты какие-то такие странные, стрёмные. Так. Угу. Да. Если еще разобраться, о чем это, вообще было бы хорошо. Так, давайте начнем. Вампир. Вышла у меня карта вампир. Дальше карта сродни повешенной. Утопленник называется. И карта как бедствий, разочарований каких-то. Я, конечно, могу предположить, да, логично, как уж, не знаю, как мама, да, как женщина уже
с опытом, хотел сказать, в возрасте, ну да, ну не юная, о том, что, знаете, как мамочки своих там, дочерей или, в принципе, деток своих, как курочки цыплят, говорят, держись от него подальше, от этого товарища, да, а тут вампир, ничем хорошим для тебя не закончится, если ты будешь рядом с ним находиться, и тут как будто бы от некоторых людей действительно, ну, тут как будто бы к гадалке не ходи, да? Это, держаться нужно подальше. Тут почему-то такой, я не знаю, подтекст прям. Так, давайте, вампир. Это вы мне идете как вампир? Да нифига вы не как вампир. Вы тут у меня выходите, видите, как в темнице карта. Девушка со связанными руками. Ой, интересно. Это, знаете, история о том, что, скорее всего, хотите ли вы, ну, понятно, наверное, особо не хотите, но, может быть, в силу каких-то обстоятельств вы не можете избежать встречи с каким-то мужчиной. Ну, тут мужчина не мужчина, тут, в принципе, какие-то люди. Так, это мужчина? Вампир, я имею в виду. Это что? Это какая-то женщина? Это женщина скорее какая-то. Девочки, а тут женщина какая-то. Это не мужчина даже вампир. Как будто бы в вашем окружении есть. Это может быть так, это может быть... Ну тут семья, это близкий для вас человек. Ну, карта смерть, наверное, нет. Это рабочие какие-то моменты. Вот, опять, смотрите, вышло. Тут привязано, как руки связаны. И тут вы как в темнице со связанными руками. То есть, скорее всего, у кого-то рабочие моменты. Женщина. Она у меня идет по характеристике вампиры. Карта утопленник. Аккуратно. Какая-то женщина, которая с вас постарается кровушки попить. При этом ничем хорошим, как будто бы ничем хорошим. Это не то, что там не может закончиться, но нельзя так говорить, но чревато, опять-таки. Это женщина, которая, может быть, у нее не все хорошо складывается, так как она хотела бы. Ну, соответственно, тут нехватка сил, энергии. Ей нужно подпитаться, ей нужно кому-то еще жизнь испортить. Знаете, если это рабочий момент, она даже может быть как-то выступать из позиции карта семья, мы одна семья, тут ваша карта вышла. То есть она даже в открытую может не транслировать, понятно, того, что там она этот вампир, который самоутверждается. Ну, и характеристика на эту женщину жадность. Тут меркантильная, жадная. Тут женщина там, как минимум, в приоритете для нее материалка. Ну, она это ценит. Так. Что? Почему-то тут это как предупреждение для вас. Может быть, меньше делитесь чем-либо с этой женщиной. Может быть, даже это ваша информация, которую вы там можете как-то, ну, не знаю, вылетела, да, слово не воробей, вылетела, не поймаешь. Тут тоже, будто бы может эта информация потом против вас как-то перекручена быть, да, использована. Так, карта, это ваша. Вот тут вот тоже, смотрите, если у вас какая тут карта всадники, карта метла, это сплетни. Это, скорее всего, история о том, что если какие-то новости вы ждете, я буду это так, какие-то новости или какая-то информация у вас есть, то аккуратно. Вы с этой женщиной, пожалуйста, ну, максимально, может быть, даже вообще ни о чем своем не разговаривайте и не делитесь точно какими-то там своими надеждами, ожиданиями или своими мечтами или своими планами. Это все сюда. Это может касаться как какого-то мужчины, это может касаться в принципе как вашего будущего, настоящего. Потому что тут эта женщина может вот это все, я повторюсь, еще трансформировать, и карта метла это сплетни. И это вам принесет очень много неприятностей, неудач по карте шторм. Это, знаете, вот, ну, промолчала где-то, вот, будь умнее, да, вот это так звучит, промолчи лучше. Ну, своим ничем и чужим, понятно, тоже не делись. Подпишись на канал и поставь лайк. Опять-таки, вас призывают, вам советуют радоваться жизни. Это танец жизни, радость жизни. Прям изображена женщина, которая танцует, кайфует. И какую-то вот эту жатву собирать. Тут дальше странные карты, вот я не могу понять.
Карта магия, башня, самонастрой, вольт. Вот как я могу это прочесть, да, если не приплетать сюда прям магию, всякие там обряды. Так вот, если отстраненно на это посмотреть, можно это прочесть, девочки, так, что вы по карте спасатель очень много сил, энергии тратите на, может быть, на какие-то моменты, на даже, может быть, на какие-то события, на реакцию на какие-то события, которые, по большому счету, мне так идет, не нужно столько энергии туда тратить. Почему? Потому что тут карта самонастрой, вольт, это манипуляция. Люди какие-то пытаются, как будто бы вот по карте магия, и тут карта башня, пробить вашу, вот, может быть, энергетическую защиту, как вот броню вашу пробить. Где-то пытаются, выбить даже вот эту вот, знаете, как опору у вас из-под ног. А вы где-то поддаетесь, где-то, если некрасиво такой же организм, да, но где-то ведетесь даже на эти провокации. Вот тут больше об этом, девочки, что тут не настолько страшно вот это их воздействие, карта магия, это их магическое, у кого-то магическое, да, у кого-то воздействие, у кого-то это попытки испортить вам жизнь. Но о чем это? Это история о том, что если вы не будете позволять людям портить себе жизнь, четко дадите себе установку, это моя жизнь, я сама управляю ею, я не позволю этим людям испортить ее. Я хочу быть счастливой, я буду счастливой, я уже счастлива. Тут как будто бы какие-то люди вокруг вас, но они пытаются, повторюсь, вот где-то даже по мелочам, как пробить брешь, там попробуют спровоцировать, там попробуют укусить. И где-то вы, вот, может быть, раньше, повторюсь, как велись на эти провокации. Вы, в принципе, по карте спасатель скорее думали о других, чем о себе. И тут дальше, опять-таки, эта история. Говорят, что все в ваших руках. Вы можете, вот тут карта самонастрой, тут, видите, женщина, это сама она придумывает, она ждет как будто бы какие-то неприятности. Я не говорю, что вы там их привлекаете к себе, нет, это чуть-чуть другое. Но тут как будто бы люди могут вами даже через эти какие-то переживания, страхи, какие-то вот попытки даже испортить вам настроение. Вот к вам как подбираются и пытаются вот управлять вами, карта вольт. И отчасти по этим картам показано, что вы где-то вместо того, чтобы там улыбнуться и там как-то нейтрализовать, даже какой-то такой момент, да, может быть, скользкий, непонятный, можно уйти как-то мягко из этой ситуации. То есть рамки, границы выстроить четко, человеку дать понять, что вас это не интересует, там, или разговоры какие-то, или дальнейшее развитие этой темы. Тут почему-то показано, что где-то вы все-таки как будто бы вы поддерживаете, может быть, какие-то разговоры, которые по большому счету вам это невыгодно. Вот мне так показано. Где-то взять ответственность даже за свою жизнь и за свое поведение, за свои реакции, за свое, может быть, нежелание, где-то неумение. Может быть, кого-то на место поставить опять-таки. Потому что тут как будто шажочек за шажочком. Вот они так попробовали, да, вы промолчали, или вы где-то там улыбнулись, вам неудобно. Человек может хамить, человек может как-то пытаться вам гадить, а вам неудобно его на место поставить. Раз попробовали, вроде бы ничего. Потом через время он опять пытается, и опять по новой, и уже больше. А те, которые рядом с ним находятся, смотрят на это все, и то же самое они смотрят, думают, значит, с ней так можно. Вот тут почему-то так, девочки. А потом даже вы можете сами проанализировать и сами себе говорить, да, надо было по-другому как-то себя повести. Не знаю, мне такая реакция идет. Вот как-то мне так это все считывается. В общем-то, послание Вселенной для вас тут заключается в том, что, девочки, у вас есть чему радоваться. Собирайте этот урожай, поменьше занимайтесь вот этим вот спасательством. Тут прям, видите, женщина с этим алым плащом. Поменьше, как будто бы, не знаю, сейчас карта прям аист и дом. Может, обратите внимание больше на деток, на семью, на свою.
Как я могу это прочесть, девочки? Странно, а ну. Мужчине больше. Мужчина, лабиринт, башня. Ну, у кого-то, если, тут уж не знаю, может быть, встреча с каким-то мужчиной будет. Мужчина может быть интересный, слово такое, импозантный, да, может вас заинтриговать, увлечь, мужественный, но как будто бы с ним очень много связано каких-то непонятных, знаете, скользких моментов. Черная кошка — это какая-то информация, которая то ли специально человеком умалчивается, замалчивается, то ли в принципе потом со временем это вылезет. Ну и карта башни и лабиринт — это история о том, что тут как будто бы особо не спешите сближаться с этим мужчиной. Хотя тут может с вашей стороны тут и романтика быть, и знаете, желание по карте лилия цвести, пахнуть, и вновь стать там, уже не знаю, у кого-то там, ну опять вот этот романтизм, вот это вот желание конфетно-букетного какого-то периода, расцвести, где-то, ну, стать лучшей версией самой себя. Это все здорово, но это делайте в первую очередь для себя. Тут как будто бы говорят, большую ставку на этого мужчину не ставьте, ну не делайте каких-то очень резких шагов в его сторону в плане того, чтобы узнать получше. Вот тут вот что-то такое. Как будто бы потом со временем может вылезти, ну, какая-то, ну, стрёмненькая информация о нем и с ним связана. У кого-то так. Так, и обратите внимание, карта Аисты все-таки детки на деток. Еще о чем хотят вас предупредить высшие силы. Луна, туман, неопределенность. Это о чем? Так, о чем это? Шансы, удача. Угу. У кого-то очень долго был период, тут скорее всего семейной жизни, все-таки кольцо, карта Луна, ангелы, демоны, иллюзии какие-то. Это история о том, что может быть там кого-то элементарно как бытовуха накрыла, да, заела, быт этот заел. Отношения, может быть, знаете, по Луне. Ох, что такое тянется, непонятно, к чему оно приведет. Может быть, просветы были, но также были какие-то не очень хорошие моменты. Тут какие-то иллюзии. И эти иллюзии, я смотрю, как лопались, как с вашей стороны, скорее всего, как мыльный пузырь. Как будто бы, с одной стороны, бесплодно то ли находиться в этих иллюзиях, да, может быть, пора выйти уже, посмотреть правде в глаза, где-то четко на ситуацию, уже нужно было. Может быть, кому-то из девочек нужно было, ну, вырасти уже, да, и самой за себя брать ответственность во всех смыслах, да, за свою жизнь, не перекладывать ни на кого. У кого-то так проиграется, у кого-то решится, если ощущения как в паутине запутались, ну, как минимум, может быть, пожить отдельно. Но почему-то дальше мне идет такое, вот, как будто бы, если, может быть, вы берете ответственность за себя, за свою жизнь, четко понимаете, там, вы находитесь в этом союзе, в браке, не потому, что вам там, не знаю, удобно, или вы не решаетесь изменить просто свою жизнь, а это ваш выбор. Почему-то же вы выбрали этого мужчину, вот как будто бы, может быть, заново влюбиться в этого же человека, для себя осознать, почему вы сделали этот выбор, что вас держит, ну, вот в семье, в этих взаимоотношениях. У кого-то тут прям как хорошие времена наступают, девочки, но только после вашего как переосмысления этой ситуации. Опять-таки, не состояние того, что я боюсь там менять что-то в этой жизни, а просто для себя даже, повторюсь, разобраться, почему я в свое время сделала этот выбор, что меня сподвигло это сделать, к этому поступку, что меня сподвигло. То тут карта рыбы, дальше идет это удача, и карта клен, клевер, извините, шансы. То есть хорошие шансы, удача какая-то. То есть, ну, самое главное, осознанно просто принять решение и дальше не упустить такие эти шансы. Это могут шансы касаться вашей совместной жизни с этим мужчиной или, в принципе, улучшения взаимоотношений с ним. Вообще хорошие времена как будто бы идут. Как-то так. Сегодня такой у меня расклад получился, девочки. Вот это вы должны узнать прямо сейчас.
Все, спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч. Подписывайтесь, кому было интересно, полезно.